Ну что, коллеги, всем привет! Сегодня мы собрались для второй практической части по джедайским техникам, построенным на авторской книге Максима Дорофеева, которая также называется «Джедайские техники». И, как обычно, узнаем, как управлять головой, очистить входящие, сохранить силы и быть счастливым. Немного обо мне. Я Даниил Савчук, считаю себя виженинг-лидером. Это я. А это мой сайт. Заходите на него в гости, вы там сможете найти информацию о моих принципах, карьере и, вообще говоря, контакты. Пишите мне с любыми вопросами, когда захотите, я постараюсь ответить. А теперь начинаем. У нас было 2 менеджера, 75 user story в бэклоге, 5 открытых дефектов, простонародье баг, наполовину заполненный календарь в Outlook и море разноцветных непрочтенных e-mail'ов, тудушек и уведомлений, а также куча будильников, отложенных сообщений, коробка неподписанных документов, 2 недели отпуска у ключевого разработчика и огромная стопка идей. Не то чтобы это было необходимо для жизни, но если начать собирать катастрофы, то уже не остановиться. Единственное, о чем мы только думали, это запланированный отпуск. Нет ничего более беспомощного, безответственного и блевотворного, чем недоступное рабочее время. И я знал, что рано или поздно мы погрузимся в это говно. Кто-нибудь понял примерно отсылку, к чему это было? Потому что у меня вылетело из головы. Но это фильм такой был. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» теперь у нас в джедайских техниках и в наших задачках. И что ж, начнем. Немножко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Модель Тима Урбана заключается в том, что в нашей голове есть 2 типа субличностей. Это обезьянка мгновенного удовольствия и рациональный решатель проблем. Рациональный решатель проблем требует много энергии, включения, он очень точный, умеет решать новые задачи, привлекать мозги. А обезьянка мгновенного удовольствия находится 99% времени у руля и на самом деле выполняет за нас машинальные действия, которые мы привыкли и научились делать. Помним, что время на задачу – это на самом деле работа, которую надо совершить над задачей. Она выражается как мощность, умноженная на время. То есть чем больше мы будем отдавать усилий на реализацию задачи, тем быстрее эта задача реализуется. И помним про принцип, что сделать хоть как-то можно в начале, а потом это улучшать, нежели чем ждать прихода панического монстра, когда дедлайн подбирается к моменту, где мы уже либо сейчас начинаем бросать все ресурсы на задачу, либо мы ее не успеваем сделать. Естественно, в таком разрезе мы делаем задачу хоть как-то, а не наилучшим образом. Об этом на самом деле все джедайские техники, о том, как научиться планомерно выравнивать свою нагрузку. Вспоминаем про то, что в любой непонятной ситуации нужно думать, и быстрое мышление частенько нас обманывает, и мы убедились в этом на примере данной задачки, про то, что бейсбольная бита плюс бейсбольный мяч стоит $1.10, бейсбольная бита на $1 дороже мячика, и оказывается, что мячик стоит, в общем-то, не 10 центов. Помним, что мы по природе своей верим в цитаты. Если кто-то великий что-то сказал, наш мозг не стремится проверять эти факты сразу, и мы частенько верим этому на слово. Выбирайте сами, как этим пользоваться, во благо человечеству или против него, как есть. В любой непонятной ситуации думай. Вспоминаем про протечку стека. Это когда в наш мозг вмещается только определенное количество контекста, и если мы не записываем или не дампим куда-то задачи, они у нас проваливаются одна за одной. Те, которые поступили в наш мозг раньше всего, начнут проваливаться тоже первыми. Таким образом, мы можем забыть, что мы что-то сделали. Для того, чтобы накапливать энергию на задаче, нужно отдыхать, использовать крючки, крючковую технику для того, чтобы вспоминать задачи из утечки стека. Хотя мы с вами сегодня научимся делать так, чтобы утечка стека вообще для нас не была проблемой. И, конечно же, эффективно ставить задачи, а именно начинать задачи с действия, сделать так, чтобы задача была простой и понятной для обезьянки мгновенного удовольствия, и чтобы в задаче был понятен первый шаг. Что поможет вести тудушки? И мы начинаем с нашего первого вопроса о том,
А как же вести задачи и где? На самом деле для этого нужен инструмент. Что может быть инструментом? На самом деле все, что угодно. Это может быть как и бумажный блокнот, так и приложение. Я очень давно уже утверждаю, что любой IT-продукт является лишь инструментом, условно молотком. Если вашей задачей является забить гвозди, гвозди можно забить камнем, плоскогубцами, не знаю, в конце концов, головой накосячившего джуна. Но вот забивать гвозди молотком удобнее всего. Это не значит, что это единственный инструмент, которыми гвозди можно забить. При этом, чтобы забить гвоздь, надо знать, что по гвоздю надо фигачить сверху вниз как можно сильнее, тогда он будет глубже и глубже погружаться в древесину, куда мы его забиваем. И вот этот вот процесс движения молотком сверху вниз по гвоздю называется методологией. Я думаю, что если кто-то гвозди забивал уже в своей жизни, прекрасно понимает, что даже в этом искусстве есть свои аспекты, есть своя экспертиза, и когда вы забиваете гвозди первый раз в своей жизни, скорее всего, это не получится хорошо. Однако, если набраться определенного мастерства, то, конечно же, с молотком, а еще и молотком определенного вида, гвозди можно забивать очень быстро. Вот приложение для нас — это молоток. И если мы просто купим себе молоток, это не значит, что автоматически наши гвозди забьются в стену, и мы повесим на них все картины, которые хотели. Это надо иметь в виду. Поэтому, на самом деле, если ваша задача вести задачи, можно начать хоть с блокнота, вообще не важно. Выбор инструмента — это лишь про удобство, которое подходит именно вам. Поэтому я не буду останавливаться в сегодняшней презентации на каком-то конкретном инструменте. Мои примеры я привожу из приложения Todoist. Оно, наверное, из существующих, поддерживаемых на сегодняшний день лучше всего подходит под методологию джедайских техник, которую мы с вами и изучаем, и также под методологию Getting Things Done. Это аналог джедайских техник, только западный, скорее даже правильнее GTD назвать первоисточником. Какие бывают типы задачек, тудушек? Бывают действия, бывают повторяющиеся действия. Например, сменить постельное белье на кровати. Это рекомендуется делать раз в месяц. Или у меня есть повторяющаяся задачка свести финансы. Я это делаю 3 раза в неделю, там по определенным правилам. И существуют проекты. Проект — это целая отдельная сущность, мы об этом с вами поговорим сегодня еще чуть позже. И, конечно же, уведомления, которые мы не будем использовать, и об этом мы сейчас тоже будем с вами говорить. Итак, повторяющиеся задачи. Какие они могут быть? Например, проверить входящие, просмотреть to-do-лист, посмотреть на предстоящие задачки, оплатить квартплату. Вот это типичные примеры повторяющихся задачек из моего to-do-листа, из моего инструмента. Эти задачи сами возникают в какой-то день по определенным правилам, которые я задал, и я не трачу энергию на то, чтобы их сформулировать. Я один раз сел, хорошенько подумал, составил эти задачи так, чтобы мне не хотелось их прокрастинировать, чтобы они вызывали у меня удовольствие при завершении, и все. Я теперь этим пользуюсь на протяжении уже последних 4 лет, которые используют джедайские техники, и искренне наслаждаюсь. Значит, это скриншот, пример задачек из моего to-do-листа под конец дня, поэтому тут осталось всего 4 задачки. Как раз те самые личные финансы, о которых я говорил. Выделяем время вместо того, чтобы писать, подумать. То есть видно, здесь задача выделить 15 минут и перевести на русский язык слайды джедайских техник для митапа. Я бы мог это написать как подумать над джедайскими техниками, посмотреть презентацию джедайских техник. Вот эти вот все слова подумать, посмотреть, вспомнить, поразмыслить — это все прокрастиногенные триггеры. И на самом деле, если стоит задача посмотреть на презентацию по джедайским техникам, а я знаю, что в ней 80 слайдов, и да, сегодня мы через них пройдем довольно быстро, меня это как минимум повергает в шок, и нет никакого желания эту задачу делать. Однако, если я выделяю 15 минут для того, чтобы взглянуть и перевести 5-6 слайдов, то на протяжении недели, тратя по 15 минут, я эти слайды переведу, вместо того, чтобы до 3 ночи сидеть в какой-то из дней, например, последний день, и переводить все 80 слайдов, что, естественно, запарно. Конечно, какие-то напоминалки, типа позвонить моему другу. Вот повторяющаяся задачка, здесь зеленый кружочек, то, что она повторяется. Да, вот вносим повторяющиеся задачки. Это прям супер удобно. Мы, уверен, каждый делает какие-то повторяющиеся действия. И выкидывать их из головы и вообще себя ими не нагружать позволяет избавиться от огромного количества тревоги.
И вообще это очень важный аспект ведения to-do-листа, особенно с какой-то методологией эффективной, в том, что мы избавляемся от тревоги, что мы что-то забудем. Не знаю, забуду выгрузить белье из стиральной машины, забуду позвонить заказчику, в конце концов забуду кого-то поздравить с днем рождения. Все это наполняет меня тревогой, какими-то тревожными поисками. При этом, если я знаю, что я ответственно веду задачи, я никогда ничего не забуду. По крайней мере, это будет случаться значительно реже. Какие продвинутые техники? Значит, задачки, которые Дорофеев рекомендует, как Дорофеев рекомендует классифицировать, и я, в принципе, полностью согласен с этой методологией, ее использую, делятся на 3 корзины. Это те задачи, которые я делаю сегодня, это те задачи, которые на неделе, когда-то, может быть, там на пятницу, на четверг, на следующую неделю, и которые когда-то. Когда-то это значит хорошо бы сделать, но тогда, когда руки дойдут. Каждая из этих корзин можно представлять как угодно. И даже в том же Тудуисте есть миллион способов, как это организовать. Я организовал определенным образом. Кому интересно, напишите, я расскажу. Задача на сегодня – это по факту мой сегодняшний туду-лист. Туда попадают задачи повторяющиеся, которые выпало на этот день. Я туда задачи планирую. И у меня всегда есть задача, которая на текущий момент уже даже не записана, потому что это уже прям впитавшаяся в меня привычка. Единственная оставшаяся моя тревожность – это тревожность посмотреть в задачи, которые у меня остались на сегодня. И я это стараюсь делать не чаще, чем раз в час, но посмотрев на эти задачи, это как такой спринт внутри одного дня. Я сделал какую-то задачу, и теперь смотрю, какую я могу сделать следующую. И вот так вот как бы задачки за день закрываются, бах-бах-бах. Где-то 2-3 раза в неделю я делаю ревизию задач на неделю, потому что у меня где-то может что-то подосвободиться, и я хочу какие-то задачи сделать раньше, где-то, наоборот, я перегружен и откидываю на подальше задачи, которые не попадают пока что под дедлайны. И таким образом понимаю представление о своей грядущей неделе, и очень легко в это мне заглянуть в те задачи, которые на неделю у меня предстоят. И это, конечно же, задача на когда-то. Это пришла в голову какая-нибудь задачка, там типа закрасить черную дыру на стене. В принципе, до проекта еще далековато, вполне себе задачка. Ну, для этого, наверное, надо там написать что-нибудь типа разбить ее на подзадачки, в плане купить белой краски, маленькую баночку в магазине, значит, сделаю ее, а потом другая задачка уже, собственно говоря, взять да закрасить. И, в принципе, это не горит, жить не мешает, но противно, и когда-то хочется сделать. Но сейчас, например, я перегружен, но вот почему-то сейчас об этом подумал. На когда-то отправили, и где-то раз в месяц я провожу ревизию задачек на когда-то, и они оттуда спокойно могут попасть в неделю или даже в конкретный день. Что такое проект? Что я закладываю в то, что такое задача, а что такое проект? Потому что проект уже не раз звучало. И проект – это, в общем-то, такая штука, которая содержит активности, которые не могут быть описаны одной задачей, и проект может быть разбит на подзадачи. Например, написать диплом. Написать диплом не может быть одной задачей, это супер прокрастиногенный фактор. И даже когда припрет, скорее всего, в рамках этой задачи вы будете делать что-то совершенно не то, что можно описать, как написать диплом, а что-то более маленькое, там, написать введение, потратить 15 минут и найти 5 релевантных источников для моей работы, там типа написать 3 страницы текста. И как бы задача написать диплом будет все время двигаться под огромным прессингом прокрастинации, вместо того, чтобы выполнять классные задачки по закону о том, что правильно поставленная задача – это половина ее решения. Проекты и задачи, да. Можно, в принципе, для проектов создавать отдельную корзину. То есть, на самом деле, когда вы встречаетесь с проектом, в нем можно создать отдельную корзину, ничего страшного. Можно не иметь отдельную корзину. И в любом случае задачи по проекту появляются из некоторого инбокса. То есть, не знаю, кто-то просит что-то пофиксить, кто-то просит что-то сделать, или вы проводите планирование и создаете в инбоксе задачки, они будут в этот проект попадать, соответственно, где-то окажутся рано или поздно в бакете день, неделя или когда-то. Поэтому я лично на своем опыте не делю ничего на проекты. Я скорее как-то проекты использую для каких-то больших активностей, их планирования, когда я знаю, что я что-то буду делать, совсем не скоро. Типа через месяц, 2-3,
просто удобное пространство, чтобы попланировать. Но при этом я знаю, что эти задачи постепенно переедут вот в 3 моих стандартных корзины: сегодня, неделя, когда-то. Очень важный момент – это переключение контекста. На самом деле это касается практически всего. И постановки задач, и уведомлений, и обработки инбокса, и отсутствие тревоги о задачах, и эффективно выстроенные звонки и коммуникация. Это все влияет на количество переключения контекста. Если я занимаюсь какой-то задачей, и кто-то меня начинает прерывать, и мне приходится переключить контекст на кого-то, на какую-то мелочь на 5 минут, я теряю очень много времени на той задаче, которую я делал долгосрочную с концентрацией, и также много времени потрачу на возврат к этой задаче. Поэтому переключение контекста – это очень дорогая операция, которую мы с вами сегодня будем учиться избегать. Меньше переключений, больше силы, да. Причем переключение контекста, то есть кто-то написал там «Даня, срочно». 70% этих «Даня, срочно» вообще не требует моего внимания, если я на это забиваю хрен, а я на это забиваю хрен, потому что у меня нет уведомлений, то когда я через час в окошко, выделенное для отсмотра входящих, то есть там сообщения в Телеграме, в Teams, в Гугле, на почте и так далее, вдруг обнаруживаю, что там «Даня, срочно что-то надо было час назад», очень часто я рядом с этим нахожу «А, ладно, уже все решили». И это вообще круто. Значит, я был и не нужен, значит, я очень эффективно сэкономил контекст. А когда мне пишут «Даня, срочно, я реально там нужен», обычно еще никто не умер к этому моменту, и, значит, я уже сам принимаю решение, в какой момент я буду заниматься этой срочной задачей. Можно жить без уведомлений, самому решать, когда и как часто вы хотите проверять входящие. Никто не умрет. А если вы работаете, например, DevOps-инженером или администратором инфраструктуры, или, допустим, просто надо ухаживать за каким-то родственником, который требует действительно серьезного внимания и ухода, можно оставить себе emergency канал, в который никто не сможет, например, написать что-то срочное по работе. И такой emergency канал никогда не должен быть под абьюзом, то есть все, что туда попадает, это как вызов пожарных. Все знают, что нам в детстве говорили, что если вызовешь пожарных, а огня нет, то по шапке надают очень больно. Вот канал должен быть буквально таким, как вызов пожарного. И, в принципе, да, я знаю людей, которые без этого канала жить не могут, и его действительно бывает очень важно организовать для того, чтобы не путать свою нормальную нетревожную жизнь с той частью жизни, которая наполнена тревогой, и от этой тревоги там не избавиться по натуре этой деятельности. И круто иметь календарь, который постоянно, регулярно модерируется, где мы будем просто понимать структуру своих звонков, встреч. И это тоже позволяет избавиться от тревоги, так как не надо будет помнить, кому там надо позвонить, с кем созвониться, какой вопрос решить. Вот все есть в календаре, в начале дня зашел, посмотрел, обычно там 5-6 звонков максимум, на ближайшие 3 часа прикинул, когда я могу поработать, когда мне надо созваниваться, и, соответственно, через 3 часа еще раз календарь проверю. Соответственно, это тоже выгружает из своего мозга. Это еще минус целый ворох задач, которые могут вызывать утечку стека. Жизнь, работа. Я лично не разделяю рабочие и домашние дела, потому что для меня выгулять собаку – это тот же самый таймслот в календаре, что и встреча с заказчиком. Запланировать отпуск – то же самое, что запланировать следующий спринт. Я не разделяю жизнь и работу. Это мой выбор. На самом деле поступать можно совершенно по-разному. Можно вести два разных списка задач. Один личный, другой рабочий. То есть иметь два туду-листа отдельных со своими бакетами. А можно вообще жизнь не отслеживать. Таких тоже знаю. Это прям супер кайфово, когда знаешь, что работу я на сегодня закончил, а дальше начинается личная жизнь, в которой я делаю то, что захочу. Здесь свобода полная, выбирать может каждый сам, и каждый сам выбирает, пересекает он личную жизнь с работой, не пересекает, хочет вести дела по личной жизни или больше предпочтет быть в неком состоянии потока и действовать по ситуации. Семечки и помидорки. Семечки – это такие штучки на рабочем столе, как Инстаграм, как вот такие кружочки в мессенджере. Это сравнение, метафора идет от того, что представьте, что кто-то сидит и грызет семечки, кидает ошурки на стол.
а я как уборщица убираю их. И вот я только смахнул тряпкой, поворачиваюсь, а там опять новые семечки, потому что пока я разгребал, значит, пару сообщений в Тимсе, мне налетело еще больше. И в итоге я вхожу в некоторый поток ответов, коммуникаций, споров, и из него уже очень сложно выбраться. Хотя на самом деле, как мы уже говорили, там в 70% ситуаций мы даже будем не нужны там. И проверять инбокс тогда, когда я к этому готов, тогда, когда мы хотим проверить наши входящие, готовы воспринимать информацию, переключили на это контекст гораздо выгоднее, потому что вот там есть 12 сообщений, не знаю, все их прочитали, выделили на это 15 минут, ну, как бы отвечали, задачи ставили по инбоксу, время вышло, все, отключились, пускай там дальше заново копится, потом снова ответим. И это плавно подводит нас к технике помидорки. Это когда на проблему выделяется ограниченное окно времени. И она называется помидоркой, как тогда был этот таймер такой на кухне, когда заводишь, и потом он докручивается, и помидорка звенит. Вот, например, помидорка может быть 15 минут, может быть там 30 минут. И на каждую сессию работы мы выделяем помидорку. Я этой методикой, честно, не пользуюсь, из-за того, что у меня очень плавающий день. Я могу как бы брать себе задачи на час, на полтора, могу, может быть, там, не знаю, 10 задач по 10 минут. И я как бы комплектую их достаточно плотно и просто знаю моменты, когда я работаю и вообще не отвлекаюсь на инпуты, знаю, когда я на звонках и не отвлекаюсь на инпуты, знаю, когда я могу выделить время на инпуты, в смысле там сообщения в мессенджерах, чатах и так далее. Но техника работает следующим образом. Выбираем задачку, ставим помидорку. Как помидорка закончилась, осматриваемся. На сегодня все? Например, нет. Не доделал задачу, имеет смысл задачу переопределить, потому что что-то же мы уже сделали, правильно, можно ее уже чуть по-другому выразить. Берем новую задачу или продолжаем, никаких уведомлений, помидорку запустили, поехали. И вот так вот по кругу. И когда на сегодня все, выдыхаем и счастливо идем праздновать свою жизнь. Потенциал и хомяк. Я, как и Максим об этом говорит, я это прочувствовал, делю задачи на 3 типа. Это задачи, которые надо, это рутинные, ежедневные задачи, процессы, ответственность, которые, никакого удовольствия не доставляют, просто надо. У всех такое в жизни есть, по-другому не бывает и ни у кого никогда не было. Есть задачи больше лучше. Это большинство обыкновенных задач. То есть чем больше мы эту задачу сделали, тем больше удовольствия мы от этого получили. Или какого-то наслаждения, или любое другое слово подставьте, которое вам больше всего подходит. И есть классные задачи, я их называю отрадными. Это те задачи, которые мы любим, где удовольствие от задачи экспоненциально ее выполненности. То есть нам еще далеко до окончания задачи, а мы уже супер счастливые сидим и наслаждаемся результатом. И по модели Нориаки Кано график выглядит вот так. То есть задачи, которые надо делать, чем больше степень завершенности, точнее со степенью завершенности, степень удовлетворения поднимается очень медленно. Больше лучше – это линейная завершенность / удовлетворение, и отрадные, соответственно, удовлетворенность растет экспоненциально от степени завершенности. Отрадные задачи – это обычно те, что нас двигают вперед, развивают, делают лучше, те задачи, которыми мы действительно горим. И очень часто люди выстраивают свою работу так. Начинают свой день с задач, которые надо. Потом сделаю те задачи, которые норм, моя ответственность, больше лучше, я их делаю, тоже там, может, немножко расту. И вот если потом останется время, поделаю отрадные. И проблема вся в том, что с нашей историей про мысли топлива, которая у нас ограничена, наша голова каждый день действует как натягиваемая пружина. Все помнят формулу силы, соответствующую натяжению пружины, точнее мощности, я здесь указал, энергии. Она растет согласно квадрату сжатия. И вот история в том, что чем меньше у нас это дельта X, чем меньше мы прошли траты энергии через этот день, тем на самом деле нам легче делать маленький шажок. И большой смысл имеет отрадные задачи ставить в начале дня. Этот принцип называется многими словами, есть несколько концепций. Одна из концепций называется еще чуть-чуть.
Соответственно, если мы каждый день будем делать чуть-чуть больше, чем мы хотели, то мы будем двигаться вперед. Существует такое понятие, как сложный процент, и, условно говоря, $1000, положенные под 1% в день, в конце года будет гораздо больше, чем, соответственно, 1300. Я не помню, сколько точно, но там будет какая-то сумасшедшая сумма, если каждый день прибавлять по 1% к своему капиталу. И здесь также, если мы по чуть-чуть будем делать больше каждый день, чем хотели, чем думали, что могли, будем с вами экспоненциально расти. А принцип ставить задачи отрадные в начало дня называется принципом... Да, у меня немножко перепутались слайды. Называется принципом, а его здесь нету. Принципом кислородной маски. Да, то есть сначала для себя, а потом для всех остальных. Но мы к этому вернемся еще. Очень важно понимать, зачем мы делаем задачи. То есть, когда мы говорим про задачу, есть такая структура вопросов: что, зачем, как. Соответственно, если мы знаем, что нам надо сделать, после этого можно задаться вопросом «зачем?». Если задачу незачем делать, ее можно не делать. Помним такой закон. Если можно не принимать решения, не принимайте. И уже после вопроса «зачем» можно задаваться вопросом «как?». Потому что «как» — это самая энергоемкая история, требующая рационального типа. И когда мы ставим задачу, по факту мы отвечаем на вопрос «что?», «зачем?», «как?», именно в такой последовательности. Тем не менее, в наш бэклог могут просачиваться задачи, которые не имеют никаких целей. Их незачем делать. И если такое подозрение вдруг закрадывается о ваших задачках в to-do-листе, можно произвести сопоставление задач и целей. Выписать список целей, к которым сейчас стремимся, примерно представляя список задач, которые находятся в нашем to-do-листе, и начать их сопоставлять. Опа, какие-то задачи вылетели, давайте добавим новые цели, попробуем задачи смачить. В какой-то момент, да, рекурсивно это делаем, окажется, что, может быть, пара задачек останется, которые нафиг никому не сдались. Скорее всего, на них можно просто забить и выкинуть из своей жизни. Если задача бесцельна, делать ее смысла нет. И закон хомяка заключается в том, что кто не роет, у того нет норки. Закон универсальный. И поэтому пойдемте с вами копать с целью и смыслом. Какие бывают подходы к непосредственно деланию задач и их оцениванию? Рациональный фланер – это принцип Тойоты. Это на самом деле прообраз Agile, который говорит следующее. Мы понимаем, что мы не можем предсказать все и смиряемся с неизвестностью. Новая информация, которая будет поступать на нашем пути, на каждом шагу, может быть использована для того, чтобы адаптировать наше видение как конечной цели, так и методов и действий, которые мы хотим совершать здесь и сейчас. Стоит ли ощущать вину за отсутствие плана при работе с неизвестным? Как считаете? Я думаю, какой-то такой общий план на каждую задачу должен быть. Все равно, вне зависимости от степени ее известности. Ну, давай предположим, у тебя стояла бы задача построить дом. Ну, вот типа так ты своей семье решил, что ты будешь строить дом. Пока что ты вообще не понимаешь, как к этому поступиться. У тебя нет никакого плана. Ты бы испытывал за это вину? Я думаю, все равно план есть подсознательно уже, с чего начать. Загуглить хотя бы. Уже как первый пункт плана выглядит. А точно такой план есть? Да, у меня, наверное, есть. А, то есть ты уже строишь дом. Да, уже почти. Почти Слушай, начал. прекрасно. Зови в гости. Моя ставка, да, что не надо никакую вину ощущать. Это совершенно нормально, и адаптироваться под водные – это очень классный подход. Важно просто знать, куда идем. Вот типа там строим дом или завершаем проект, этого достаточно. Все остальное можно делать итерационными шагами. И знать следующий шаг. Это ты, Иван, сказал очень круто. Загуглить – это прекрасный следующий шаг. Минимальный
О, как я назвал, да. Есть MVP, Minimum Viable Product. Я решил перевести это на русский как минимально впирающий продукт. На самом деле, Minimum Viable Product – это минимальный допустимый продукт. Соответственно, вводим с вами понятие минимальный допустимый результат. Честер Беннингтон говорил, что Парето говорил, что 80% результата дает 20% усилий. И это все нас ведет к тому, что в случае прокрастинации любая задача будет сделана с минимальным качеством. Так что мешает сделать тяп-ляп, а потом улучшать? Делать тяп-ляп сразу, а потом улучшать. Это говорит здравый смысл, и он с нами теперь на связи с сегодняшнего дня и навсегда. Принцип SMART – панацея или нет? Ну, что такое SMART? Это у нас, чтобы задача была специфичная, конкретная, измеримая, достижимая, релевантная, то есть осмысленная, и ограниченная по времени. Вы видели гориллу? Судя по умолчанию, нет, но она была вот тут в левом углу. Значит, в чем же проблема смарта? Узкий фокус, что когда мы говорим о том, что задача у нас там конкретная, четко понятная, вот измеримая и достижимая, звучит так, как будто под нее уже есть весь план. Это узкий фокус, мы можем упустить что-то важное, как гориллу, которая была сейчас на слайде в процессе хода выполнения задачи. Задача бесконечной цели не имеет оценки, а такие задачи бывают. Кто-нибудь может привести задачу бесконечной цели? Расширить таблицу Менделеева. Там дальше элементы неприменимы на практике. Вот интересно, но зачем, в принципе, их искать? И они существуют какие-то там доли миллисекунд, поэтому неприменимые. Ну, например, задача выучить английский язык. Может, она, конечно, не совсем корректно поставлена, но ты же не можешь понять тот момент, когда ты выучил. Может, ты умеешь читать книжки на английском, но плохо разговариваешь. Но все-таки ты же английский выучил так или иначе. Ну, допустим, да. И хороший пример, да, почему нет? И закон Паркинсона. Задача требует всего отведенного на нее времени. Иными словами, если мы задачу по смарту разложили, такие все умные и классные, она займет у нас 8 часов. Если ее даже можно сделать за полчаса, эта задача займет все 8 часов. Конечно же, мы говорим про ситуации, когда это в ваших интересах сделать как можно задач, быть наиболее эффективным. Если задача прокрастинировать и заниматься сайлент-квитингом, ну, как бы то, что мы сегодня рассказываем, нужно просто инвертировать. Как определять, сколько задач я вообще смогу сделать? Иными словами, в скраме эта метрика называется velocity, то есть скорость. Я ее называю BWH, Brain Watt Hour, то есть по факту мощность экспозиции мозга. Как быстро мы можем тратить мыслетопливо. И, значит, соответственно, предположим, такая картина. Начали замерять с вами, сколько задач мы выполняем. Выяснили, что на первой неделе эффективно работали 8 часов, на второй неделе 12, потом 9, потом 16, потом 13. И как бы кажется, как так получается? В неделе-то ведь 40 часов рабочих, откуда так мало? На самом деле, как бы время работы ограничено только объемом бака для мысли топлива. Если, условно говоря, ваш мозг способен, вы натренировались реально быть сфокусированным и продуктивным 20 часов, то кроме шуток можно первые 4 часа в день просто максимально собравшись всеми силами отработать. Скорее всего, вы сделаете ровно столько же, сколько вообще в среднем делаете. Экспериментов можно проводить массу. Можно типа вот так вот собраться всеми силами, за 4 часа зафигачить все, что хотел, потом начать дорабатывать оставшееся время на остатках сил. Соответственно, устанете гораздо сильнее, на следующий день восстановиться не получится, сделайте уже меньше, и вот так вот увидеть, сколько за неделю получилось. За выходные, соответственно, там полная перезагрузка происходит, начинаем цикл по новой, и вот можно будет увидеть среднее. Например, оно окажется в районе 20 часов.
Можно представить, что, например, можно равномерно распределять нагрузку на каждый день, и тогда не чувствовать себя убитым. И так по 4 часа пофигачил, и понимаешь, что просто больше не сделаешь. Но если начать конкретный день делать больше, значит в другой будет меньше, и в среднем будет то же самое. Это как предположение. Иными словами, если сделать такие замеры, можно вычислить, сколько задач вообще в среднем, такого эффективной работы мозга в часах получается совершить, и разброс примерно посчитать. Тогда может будет понятно, что там за неделю у меня примерно 10 осмысленных плюс-минус 2 часа. Это очень сильно помогает для того, чтобы понимать, как далеко получится уехать. Честно скажу, я этим баловался только в начале применения техник, сейчас я этим не занимаюсь, просто примерно знаю свой комфортный ритм, и строится у меня комфортный ритм на немножко других принципах. Мы сегодня с вами о них тоже поговорим. Слайда для этого у меня нет, но я постараюсь не упустить. Итак, инбокс. Я очень много сегодня говорил про инбокс, про входящие, про чаты мессенджера. Как же его менеджить? Ну, во-первых, без уведомлений. Это мы с вами уже обсудили. Это как очень настоятельный совет. Уведомления придумали, типа для несобранных, типа для ленивых, что вот там это казалось натуральным, что как будто мы там раньше запомнили, ага, мне надо позвонить Пете в 3, я договорился, и типа у каких-то сверхразумов, типа в 2:55 в голове происходила вспышка, мне надо позвонить Пете, точно. И, видимо, так и придумали уведомления, что это прекрасная вспышка, которая была делегирована компьютеру. Так вот, вспышка, которая возникает в голове, она всегда рождается в контексте. А уведомления, которые приходят на компьютере, почти всегда рождены вне контекста. Я лично считаю это крайне паразитной функциональностью всего нашего современного интернетного мира и стараюсь все уведомления по возможности отключать нахрен, любой деструктивный инпут, который я не выбирал. Я оставляю только то, что я выбирал. Я не выбирал, чтобы какая-то звонилка мне вдруг внезапно звонила, когда я там на каком-то звонке или какую-то задачу делаю. Во-вторых, групповая обработка, то есть нет семечком. Я не даю себе войти в этот поток вечного отвечания на чаты. Когда меня захватывает и начинают сыпаться уведомления одно за другим, я, дожидаясь момента, когда накапливается, сажусь и всем отвечаю, выделяя на это 10 минут, и как бы четко сконцентрировался. Эти 10 минут я не делаю ничего, кроме как обработка инбокса. Работа со спамом. Это я рекомендую вообще всем. Это первое, что я сделал после прочтения книги. Я начал все письма, которые типа кажутся классной рекламной рассылкой, в формате, что вдруг когда-нибудь появится. Я понял, что если вдруг когда-нибудь понадобится, в смысле понадобится, я сам пойду и найду то, что мне нужно. А если мне прилетает в инбокс по 35 сообщений в день, которые я даже не собираюсь читать, зачем они ко мне прилетают? Нет, я ничего важного там не упущу вообще, в принципе. А если я хочу мониторить, ну, например, рынок недвижимости, да, то я могу подписаться на дайджест, это уже не спам. Или я могу выделить задачу по мониторингу там, недвижимости, например. Там, ипотеку предлагают, наконец-то через 5 лет я смогу купить квартиру. Примерно так моя заинтересованность недвижимостью выглядит и по сей день. И, соответственно, в смысле мечтаю, да, об этом, но не приступаю. Значит, всякие вот эти вот там, типа цветная лавка цветов, в которой я на прошлой неделе покупал цветы, там вот этот спа-салон, там какой-нибудь картинг, уведомления от Мегафона, сообщения из ВК, дублирование, все это идет в топку, я это просто безбожно помечаю кнопочкой, это спам. Буквально где-то через месяц мой инбокс по e-mail превращается в очень прекрасную, приятную, свободную штуку, в которой, если мне что-то приходит, то с вероятностью 99% это что-то, что действительно должно было мне прийти. В это надо заглянуть, возможно, там какой-то закрыт запрос на действие. Ну и, конечно же, всякие папочки для системных уведомлений, там типа логов, ну, например, с платформы распределения ресурсов, да, она шлет уведомления. Это спам, абсолютно точно. Я не могу пометить это как спам, потому что иногда эти уведомления нужны для анализа всякого разного. Складирую их в папочку, причем в папочку оно кладется сразу с фильтром «Прочитано». Фильтрация, да, вот фильтры для мгновенного прочтения корреспонденции, где это применимо. Значит, дальше переходим к идеям и задачам.
часто люди, которые начинают пользоваться джедайскими техниками, путают идеи и задачи. И вот идеи надо хранить отдельно от задач в другом списке, и может быть повторяющаяся задача, всплывающая раз в неделю или раз в месяц, типа просмотреть список идей. Допустим, ну, например, да, список книг к прочтению – это не задача, важно хранить их в другом месте. Задача прочитать книгу никогда не будет сделана, она будет всегда прокрастинирована так сильно, как только может. Поэтому это отдельная запись на самом деле. У вас есть желание прочитать эту книгу, но не задача прочитать эту книгу. Поэтому предлагаю другой фреймворк, очень прикольный, когда действительно хотите какую-то книгу прочитать, но не готовы этим заняться сейчас, можно сделать заметку, там, прочитать такую-то, какую-то книгу. Мне она интересна потому-то, потому-то, это мне нужно потому-то, потому-то, кто мне эту книгу рекомендовал. И когда вы будете просматривать список книг к прочтению, вы уже сможете иметь данные для приоритизации, какую книгу следующую действительно будем читать. Ну и это как некая продажа книги самому себе в будущем, когда я уже забыл об идее этой книги. Идеи тоже хранить надо отдельно от задач, и вообще из задач выбрасываем в спам полностью. Инкубация. Инкубация идеи – это вообще прекрасная вещь. Работает по тому же принципу, что инкубатор для яичек. Вещи, которые мы собираем, идеи, книги, фильмы, задачи на потом, стоит регулярно визионировать, потому что если что-то через месяц по-прежнему остается актуальным, может быть, оно действительно заслуживает внимания. А если через месяц вам стало понятно, что это был какой-то мгновенный интерес, который, ну, в сложившемся контексте привел вас к тому, что вы записали идею, книгу или задачу, а сейчас понимаете, что это вообще не сдалось, блин, прекрасно, берем это и удаляем. Прекрасная, прикольная задача, повторяющаяся, потратить 20 минут и просмотреть список идей для инкубации. Чек-листы. Тоже классная штука. Если какие-то сложные действия, которые практически проекты, но это не проекты, а просто потому что сложные скомбинированные повторяющиеся действия, можно закидывать в чек-листы. Например, у меня есть классный чек-лист, как собраться в путешествие. Если кто-то испытывает на эту тему тревожность, напишите, я скину ссылочку, там прикольно, просто кликайте ссылочку, он добавляется прям все задачи и подзадачи в to-do-лист, как отдельный проект, и можно прям вот отмониторить, что не забыл паспорт, не забыл там какую-нибудь визу, и в конце концов собрал носки все парные. Страхи. За что нам бывает страшно? Ну, во-первых, кислородная маска. Да, принцип кислородной маски. Перечитывать его не буду. Значит, сначала делаем задачи для себя, а потом для работы. Так будет кайфовее. Так я получу больше кайфа, больше разовьюсь, буду расти вперед, будет расти моя ценность, и в целом я буду более собой доволен, если я сначала делаю задачи, которые интересны мне, которые нужны для меня, а оставшуюся энергию уже трачу на работу. Страх сложно и невозможно. Кто-нибудь из вас пробовал вести финансы? Это вопрос в аудиторию, можно включить микрофон и сказать. Да, пробовал. А получилось? Это Да, превратилось в буквально процесс? где-то 2 года я тщательно все отслеживал. Очень круто, очень круто. А есть те, кто пробовал, но не получилось? Ну, забил на этот процесс. Я не вижу рук, к сожалению, поэтому, если что, говорите там прям сразу. Я пробовала, но не получилось. Классно. Ну, тут смотря, что такое вести финансы, Ну, подразумевается. отслеживать финансы, то есть там сколько заработал, сколько потратил, на что потратил. Хотя бы по Ну, категориям. скажем так, я тут не то чтобы прям все до копейки считал, просто есть какие-то, скажем так, уровни финансов, которые должны остаться у меня в конце месяца, я знаю, и есть какие-то еще отложения, которые там условно неприкосновенные. Вот, и есть там еще какие-то финансы, подвожу, сколько там могу условно свободно потратить в следующем месяце на какую-нибудь там большую хотелку. На таком уровне, да. Круто. Так, хорошо. А тогда такой вопрос. Кто пробовал, не получилось и находится по-прежнему в поиске инструмента, который позволит эти финансы вести? Ну, давайте пойдем уже дальше. Я думаю, вопрос поняли, что
По крайней мере, про себя скажу. Я очень долго, да, хотел начать вести финансы, знать, сколько я трачу по категориям, буквально до копейки, чтобы понимать, сколько могу инвестировать, сколько могу откладывать. И вот искал инструмент. Пробовал один, не работает. Пробовал другой, не работает. И вопрос. Вот в какой-то момент я задался вопросом, типа, а что бы мне не взять просто и не начать пользоваться Google таблицами? И, блин, это круто заработало. Взял, выписал все в табличку, потом проанализировал. И прикол в том, что, скорее всего, это отнимает у меня чуть больше времени, чем какое-то приложение. Но зато я взял это и интегрировал. То есть очень часто есть у людей страх вести процесс после интеграции, что типа интеграция это легко, а процесс это сложно. Хотя на самом деле все ровно наоборот. Сложно интегрировать, легко вести процесс. Это также с методологией и молотком. Да, если у нас будет метод, как молотком забивать гвозди, то, в общем-то, их забить можно, небольшие гвозди можно забить и плоскогубцами без проблем. Или каким-нибудь камнем, который под руку попался. Также и здесь, да, что часто не нужно ждать лучшего времени, когда под руку попадется тот самый идеальный инструмент. Можно задачу начать выполнять уже прямо здесь, сейчас, тем методом, который попадется под руку. Страшно бывает за перегруз. Типа, если мысли топлива ограничена, мы начнем пользоваться джедайским техниками, то стоит очень тщательно следить за отдыхом. Так как поначалу джедайские техники прямо станут таким инстаграмом, что будет захватывать вот это вот, закликивать задачи, которые я за сегодня сделал, и может сработать вот та история, когда как бы мысли топлива на 4 часа уже закончилось, а хочется фигачить дальше, там, 7, 8, 9, 10 час. И здесь крайне высокая рекомендация продолжать следить за отдыхом. Также хочется сказать про то, что команда тоже очень важна. И в какой-то момент в ATS мы ввели джедайские техники на уровне компании, и это нам принесло то, что мы вообще забыли про утечку задач, но тогда менеджмент больше был построен на чатах, типа там Петя, сделай то, Вася, сделай это. И очень часто бывало такое, что задачи просто утекали. Ввели джедайские техники, задачи утекать перестали. Сейчас уже гораздо более взрослый, глубокий и усложненный на это вещи взгляд. Но, тем не менее, как персональный тайм-менеджмент, джедайские техники остаются отличным вариантом. Снизили, конечно же, процент возвратов задач, снизился уровень контроля, как над самим собой, так и, в принципе, над членами команды. Если я, например, знаю, что кто-то из членов команды использует джедайские техники, то даже если я с этим человеком много не работал и пока не знаю, на каком уровне нужно делегировать задачи, я, в общем, как минимум, контроль будет минимальным. Меньше выгорания, потому что в данном случае мы делегируем не разрыв контекста, как если мы уведомлением делегируем нашу память о том, что нам надо на звонок, да, то мы делегируем на самом деле разрыв контекста. А здесь в джедайских техниках мы делегируем ответственность за хранение очень важной жизненной информации о том, с чего мы будем начинать задачи и какие делать. И, соответственно, сильно снижается вот это вот панический эффект от того, что мне надо много сделать, я могу все забыть, я могу все упустить, и как бы работа делается лайтовее, ее еще и можно выстроить спокойно, планомерно по дням. Лучше метрики, всякие показатели спринтов после внедрения джедайских техник, и, конечно же, более открытая атмосфера для лидерства, так как получается, что эффективность людей выше, работу сделать успеваешь и так, и остается время на вот этот самый еще чуть-чуть, еще вперед и на прорывные вещи. Как внедрить? Один из вариантов, мы тогда внедрили это через вопросы. Задавали вопросы людям, что для вас ваше время, насколько вы его цените, что ты уже пробовал делать для его оптимизации, что можно извлечь интересного из джедайских техник. И именно через такие дискуссии, когда слышишь те value, которые человек достает из какой-то методологии, во-первых, я получил себе дофигища инсайдов о том, как пользоваться. Я очень много раскрыл из-за общения с людьми, нежели чем просто из-за сухого прочтения книги. Во-вторых, в этом диалоге получается
Ну, как бы услышать ценность, которую человек видит в этом, понять, что, например, ценности нет, или помочь эту ценность докрутить для того, чтобы человек внедрил что-то такое или подобное в своей жизни. Можно много чего использовать на самом деле. И на этом мы с вами заканчиваем. Я напомню, что по любым вопросам можно мне писать. Я отвечу, предоставлю чек-листы, помогу, может быть, с интегрированием в личную жизнь джедайских техник. Буду очень рад этим заняться. И, как мне кажется, я что-то обещал еще рассказать, но, как говорил, что у меня нет для этого слайдов, и я, видимо, про это забыл. Что-то про принцип хомяка или что-то после этого. Ну да, это было про принцип еще чуть-чуть. И я, в принципе, про него-то, в общем-то, и рассказал, да. И правда. Что, если делать каждый день чуть-чуть больше, чем было, то по принципу сложного процента можно улететь очень высоко и быстро. Итак, давайте подытожим. В любой непонятной ситуации думай, регулярно отсматривай свои задачи, снижай переключение контекста. Я прям борюсь с этим до сих пор. Каждый раз думаю, а мог бы я не переключать контекст в данной ситуации? И вот пытаюсь это внедрить. Кто не роет, у того нет норки. Мысли топлива важнее времени. И правильно поставленная задача – половина ее решения. Да пребудет с вами сила. Спасибо. Готов ответить на любые ваши вопросы.